Близнецы Вакнесс – две планеты, которые внешне почти не отличаются друг от друга. Они даже имеют общую орбиту. Долгое время на обеих планетах царили мир и спокойствие. В первые годы правления близнецами Вакнесс губернатор Крисен Пемикс приказал возвести большой город на Вакнессе-2. Перед тем, как отдать данный приказ, он сказал: «Наша задача – показать всей галактике великий народ, великую цивилизацию, расположенную на близнецах Вакнесс. Вакнесс-1 – не идеальное место для возведения города, ведь здесь находится военная база. Не хочется, чтобы какой-то глупец проник в нее. Вторая планета идеально подходит для этого. Начинайте работу по возведению города в горах Вакнесса-2. Вскоре мы объединим народ одной безопасной территории». На начальной стадии постройки города стало понятно, что у города будет большое энергопотребление, из-за чего губернатор отдал приказ ученым. Город будет потреблять крайне много энергии. Нам нужно, чтобы вы разработали то, что способно регулярно питать всю территорию города. Например, какой-нибудь генератор. Спустя годы город был достроен, а в его центре было расположено изобретение, которое стали называть преобразователем звездной энергии. Заселив враждующий народ на общую территорию, Крисен Пемикс с облегчением вздохнул и, сняв свой головной убор, сказал, что он рад, что теперь весь народ Вакнесса объединен общей территорией и что теперь им будет обеспечена безопасность. Позже руководитель имперского совета Зав Градос прибыл в тронный зал к самому императору Зейду и сказал: «Верховный император Зейд, что тебе нужно?» на Вакнессе был возведен город, имеющий колоссальные размеры. Имперский совет пришел к единому решению, что город должен платить налоги для содержания такой территории. Я запрашиваю у вас разрешение на внесение данного закона в законодательство Вакнесса. Градос, вы были назначены, чтобы самостоятельно принимать решения. Делайте то, что считаете нужным, но будьте осторожны, когда приходите ко мне с такими глупыми вопросами. Есть, император. После чего закон о плате налогов вступил в силу. Узнав об этом, народ Вакнесса начал бунтовать, ведь они и без того были на грани кризисного положения, так как большая часть денег была потрачена на постройку города, а империя не желала выделять какие-либо средства народу. Граждане Вакнесса пытались уничтожить их правителя, Крисена Пемикса, считая, что он был замешан в этом. Сам же Пемикс не имел к этому отношения и оставил честь народа, несмотря на то, что те были готовы расправиться с ним. Посчитав, что закон о ежедневной плате налогов – это знак того, что империя не доверяет и не ценит Вакнесс, губернатор тайно создал движение, которое назвал «Единое братство». Он созвал всех доверяющих ему людей, включая своего лучшего друга мандалорца Физбика, и стремился совершить на близнецах Вакнесс революцию, которая в итоге сбросила бы с планет имперский флаг и привела бы к формированию на них нового государства. Попытавшись успокоить людей, Пемикс публично выступил перед своим взбунтовавшимся народом. Но вдруг на сцене произошел взрыв и началась стрельба со стороны охраны губернатора. Те открыли огонь по людям, которые привели в действие детонатор. Заступившись за своих соотечественников, другие граждане также начали стрелять по охранной гвардии Крисена. Спустя пару дней Пемикс понял, что успокоить своих граждан не получится, и отправился на Вакнесс-1, предварительно оставив на Вакнессе-2 небольшой охранный полк. Прибыв на планету, губернатор начал обсуждение дальнейшего плана по совершению революции. Вскоре губернатор связался с учеником императора, Брином. Тот, тайно поддерживая идею революции, принял решение, что нужно совершать вооруженное нападение и воевать с гражданами Вакнесса. Позже вооруженная группа вместе с Крисеном и Биком отправились на темную часть планеты, где находился военный полигон. Здесь началась тактическая тренировка нападения, которой руководил опытный воин Физбик. Тем временем на Вакнессе-2 несколько мандалорских людей скрытно проникли в научную лабораторию, находящуюся в центре мегаполиса. Обойдя охрану, люди подошли к платформе, на которой находился звездный преобразователь. Взяв ученых, отвечающих за работу этого механизма в заложники, и зная, что Пемикс вместе со своими людьми находится на Вакнессе-1, они привели орудие в действие.
Солнечная энергия, направленная конкретно на Вакнес-1, начала постепенно скапливаться в единый луч. Вскоре направленный на Вакнес-1 плазменный луч выжег весь воздух и землю освещенной части планеты вместе с базой. К счастью для Крисона, луч не задевал неосвещенную часть планеты, и тот выжил. Увидев то, что случилось, Пемикс вместе с выжившими отправился в космос на своем звездном разрушителе. Подумав, что этот инцидент был тайно спланирован Пемиксом, Физбик предал друга и проаргументировал это тем, что тот пытается уничтожить своих союзников и свой народ для того, чтобы править близнецами Вакнес, держа всех в страхе. Усомнившись в своем товарище, Бик привел доказательства, сказав, что он видел, как его солдаты на Вакнесе-2 расстреливали организаторов взрыва без суда. Вскоре Бик покинул Крисона, отправившись в неизвестном направлении. Чуть позже крейсер-губернатор отправился в сторону планеты Корусант, а шаттл Физбика отправился на планету Хиес, где вскоре присоединился к Империи и сдал своего бывшего товарища. Также Бик добавил, что ученик Зейда тайно связывался с Пемиксом и помогал ему в совершении революции. За данную информацию Физбик был награжден лично императором Зейдом и вскоре назначен командиром высшего имперского полка, после чего император приказал своему ученику Брину явиться к учителю. Когда Брин оказался в тронном зале, император встал с трона и, используя силу, сжег Брина за измену. Расправившись с подданным, император с улыбкой сел на трон. Тем временем на Вакнес-2, который ныне перестал входить в состав империи, прибыл неизвестный человек в коричневой мантии. Встав перед народом планеты на кафедру, незнакомец снял капюшон и начал призывать народ воевать с империей.